Я считаю, Казахстан не относится, то есть не является частью исламской цивилизации, потому что наша республика – это светское государство. Мы живем по нормам Конституции, законов, уважающих прав, свободы граждан. Наша республика многонациональная, и религия не вмешивается в дела государства. Многие люди стараются придерживаться мусульманских обычаев, традиций, обряды выполняют. Мы являемся частью исламской цивилизации, как вы сказали, потому что вообще, собственно говоря, цивилизация, она это как бы нас, людей, там, как бы разделила на страны. Скажем, есть европейская, там, есть христианская, есть исламская, да? Но мы, казахи, мы очень в таком положении находимся, потому что у нас очень много религий, очень много национальностей, очень много языков, очень много таких моментов. Как сказать, мы самый единственный пример для всего мира, где можно обеспечить безопасность. Вот это благодаря нашим президентам, Елбасы, Назарбаеву, Токаеву. Вот. Потому что такую примера в мире нету. Да, считаю, потому что у нас мечети строятся, люди мечеть посещают, намазы читают. По этой причине считаю. Знаете, я не считаю, потому что мне все-таки кажется, что Казахстан больше относится к типу светских государств, где, конечно же, есть законы, но человек волен делать то, что он хочет. То есть его это не обязывает. Также человек имеет право выбирать религию, будь то христианство, ислам, иудаизм, католицизм. Да, у нас преобладает количество мусульман в стране, и очень много мечетей, но также много и церквей. И не только христианских, как я уже и говорила. Но все равно Казахстан больше светское государство, мне так кажется. По крайней мере, взглянув на все это со стороны, можно сказать так. Да, конечно, да, тут туркоязычные в основном, коренные национальности. Мы, конечно, поддерживаем обычных мусульман. Вера у нас, ну, все мы верим Аллаху, чтобы у человека внутри было все вот, хорошее, чистое. А то, что разные религии, ну, конечно, свободные люди, мы сами выбираем. Те, которые выбирают другую религию, это сами решает каждый человек. В любом случае, я поддерживаю обычных мусульман. Да, является. Потому что раньше наши предки тоже этим же занимались. Ну, все веру. Эта вера единственная, она должна быть. Я не знаю дальше, кто как понимает уже. Что еще? Ну, все боятся этой веры в основном. Я не знаю, почему боятся. Да, считаю, потому что у нас очень много сейчас именно верующих мусульман, и очень много строится мечетей, очень много людей посещают эти мечети, поэтому считаю, что да. Но я думаю, что со временем мы придем к тому, что у нас будет, ну, допустим, как в Арабских Эмиратах, что у них именно по их законам Божьим, ну, есть всякие предпочтения к этому. И у нас, я думаю, тоже скоро такое будет. Да, является. Почему? Потому что, как бы сказать, религия уже достигла того времени, чтобы каждый человек понимал. Вообще можно сказать, что религия — это каждый должен человек понимать, что цель в жизни как бы понимать, чтобы в будущем идти к своей цели, должен иметь, каждый человек должен иметь религию, чтобы достичь каких-то целей. Ну, прям как таковой исламской цивилизации не могу сказать, но здесь преобладающие люди, ну, в принципе, население, преобладают именно мусульмане. Но не все мусульмане конкретно религиозно практикующие. То есть, точнее, они религиозно практикующие, они совершают какие-то обряды, но и не больше традиционный ислам, так кратко говоря. В целом, те, которые живут по законам шариата, те же, которые живут по канонам ислама, то есть это люди, единицы. Все сейчас, ну, как бы, в любом случае, ислам-то в целом-то, конечно, он идеален, но именно капитализм, он поработил нынешних мусульман. То есть сейчас
сейчас мусульмане, они пекутся больше за свои мирские блага, нежели за конкретно за ислам и болеют за в принципе, за шариат. Пример какой? Могу сказать то, что единственный, кто из Казахстана смог ответить или что-то предпринять, или что-то сказать касательно того, что происходит во Франции, карикатура Шарли Эбдо или, там, я не знаю, высказывание Макрона. Единственный человек, я не хочу называть его имя, просто в Казахстане только один выразил свое мнение касательно этого, а так остальные все молчат. Почему? Потому что им выгодно молчать, потому что они боятся за свои, мирские блага. Я не считаю страну не то чтобы не развита, нет. Она как бы, может быть, и отдельные личности развиты, но как общество, как умма исламская, она не соответствует. Я не считаю Казахстан частью исламской цивилизации. Да, конечно, у нас есть люди, которые придерживают ислам, у которых вера ислам. Но и есть... У нас страна остается многотрадиционной, многонациональной. Я не считаю, что она, Казахстан, именно исламская. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.